Всем добрый день. Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Рада приветствовать вас всех, кто нас смотрит, и рада приветствовать нашего сегодняшнего гостя Игоря Кочеткова, правозащитника. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Рада вас видеть в нашем эфире. Призываю всех, кто нас смотрит, ставить лайки этому видео, делиться им, может быть, после просмотра, если вам оно понравится. Ну и, конечно же, писать комментарии, писать в наш чат, в котором обычно идет обсуждение эфира. Одновременно с нашим обсуждением, которое мы ведем здесь для вас. Ну и я думаю, что сейчас мы продолжаем следить за переговорным процессом, которым идет за отдельными его частями, какими-то отдельными договоренностями. Я думаю, внимание большинства наших зрителей приковано к этому, и большинства наших коллег, которые обсуждают в эфире. Вот вчерашние новости. Хотела начать со сделки, о которой долго говорили, которую все-таки согласовали Украина и США. Речь идет о сделке по природным ресурсам. И сразу же появились от СМИ, которые ознакомились с деталями этой сделки, кое-какие подробности. Например, там говорится о создании общего фонда для двух стран, который будет инвестировать в проекты в Украине, и США, вероятно, будет получать часть прибыли. Какую часть, пока непонятно, ничего про суммы, про объемы и так далее неизвестно. Есть важный момент в договоре. Там нет гарантий безопасности для Украины. Как вам кажется, вот, может быть, были какие-то устные гарантии? И если нет, почему Украина пошла на это? Я не знаю, конечно, что там было устно. И мы понимаем, что на сегодняшний день вот все эти сообщения о договоренностях, об отмене договоренностях, о том, кто как кого обозвал в ходе переговоров, это все такая Санта-Барбара, за которой очень интересно наблюдать, но при этом мы должны иметь в виду, что, так сказать, почти все, так сказать, что мы наблюдаем, это такой дым, да, которого напустили. И, к сожалению, как мне представляется, на сегодняшний день разговоров о переговорах, о каких-то сделках гораздо больше, чем самих переговоров. Но при этом надо сказать, что, конечно, вот эта информация про соглашение между, якобы достигнутое соглашение между Украиной и Соединенными Штатами, и, кстати говоря, что очень немаловажно, да, так скажем, это вместе с этим объявлено о том, что в пятницу Зеленский приедет в Вашингтон и будет там встречаться с Трампом. Вот после того, как они друг друга обозвали, точнее сказать, Трамп больше обзывался, значит, все-таки они встречаются. И это очень интересный момент, потому что вот многие говорили о том, что значит, вот Трамп пошел на уступки Путину, они с Путиным там все поделили, обо всем уже договорились, но при этом, когда будет встреча Трампа и Путина, неизвестно. И Зеленский добился того, чего он добивался. Он говорил о том, что он хочет встретиться с Трампом первый. И вот он будет с Трампом первый встречаться в ходе этих договоров, в ходе этих переговоров потенциальных, пока еще потенциальных переговоров о мире. Вот. И второй очень важный момент. Мы еще увидим кое-что новенькое в этой истории с соглашением о природных ресурсах. Это новенькое касается не только, собственно, американо-украинских отношений, вообще глобальных отношений мира с Трампом. Зеленский продемонстрировал, что Трампа можно заставить отступить. Заставить дать заднюю, как Маргарита Симоньян выражается. Потому что, вот, судя по, опять-таки, тем утечкам и тем пересказам, которые есть в СМИ, содержание вот этой согласованной сделки, она сильно отличается от первоначального варианта. Да? И она сильно отличается в пользу Украины. Потому что исчезла вот эта вот безумная сумма в
500 миллиардов. Но, правда, Трамп уже заявил, что на самом деле сделка принесет и $1 триллион. То есть у него постоянно ставки растут словесные. Вот. Но, тем не менее, да, вот цифра 500 миллиардов исчезла. Фонд будет управляться не только Соединенными Штатами, как это было по первоначальному варианту соглашения, но это будет совместный фонд, американо-украинский, то есть украинцы там будут присутствовать, и никакие изменения, никакие там расходы средств фонда невозможны без согласования обеих сторон. Ну, есть еще ряд других, сейчас не будем вдаваться в подробности, но важен сам факт, даже не то, что там написано, а сам факт, что Зеленский, в отличие от какого-нибудь там Трюдо, например, да, так скажем, продемонстрировал, что с Трампом можно разговаривать, причем можно разговаривать на его же языке, потому что, будем откровенны, да, так скажем, главный переговорный прием Трампа сейчас – это истерики и угрозы. И вот Зеленский продемонстрировал, что если устроить встречную истерику, да, то можно, так скажем, кое-чего добиться. То есть Украина уперлась, да, то есть они, казалось бы, находясь в отчаянном положении, совершенно, гораздо более отчаянном положении по отношению к США, чем, например, та же Канада по отношению к США. Но украинцы отказались, несмотря на все угрозы, несмотря на все оскорбления, которые там потом последовали в адрес Зеленского. Украина отказалась подписывать этот первоначальный вариант. И тут неожиданно выяснилось, что эта сделка, сам факт сделки, не важно, что там будет в договоре написано, но сам факт этой сделки нужен Трампу не меньше, чем Зеленскому. И поэтому он вынужден был отступить. Вот это, пожалуй, вот то реальное, да, то скажем, что произошло. Да, там, по поводу содержания этой сделки, ну, уже многие экономисты говорят, и геологи говорят, это не я, что на самом деле это все торговля воздухом. Да, там, сколько этих несчастных редкоземельных металлов в Украине есть, и можно ли их вообще добывать, и можно ли их обрабатывать и транспортировать, до сих пор неизвестно. Да? Но важно подчеркнуть, что мы на самом деле не знаем, что в этой сделке. Возможно, там речь идет не столько смысл там не столько в полезных ископаемых, сколько в инфраструктуре, например, по украинских портах, да, через которые эти полезные ископаемые предполагается вывозить. Но, вероятно, каким-то образом, может быть, точнее, невероятно, может быть, да, Украине придется делиться доходами от своих портов и прочей инфраструктуры. Вы сказали про туман, напущенный сторонами, которые пытаются сейчас о чем-то договориться. Я подумала скорее, что это было похоже на пьесу, в начале которой Трамп раздал всем роли, а Зеленский отказался играть ту роль, которую Трамп дал или пытался дать ему. Но в реальности, получается, если мы все-таки проецируем это на какую-то реальную выгоду для Украины, без гарантий безопасности, эта сделка к миру или к условиям мира отношения не имеет. Ну, не совсем так. Понимаете, опять же, вы очень хорошо использовали здесь театральную метафору. Да? Трамп ведь не просто раздал роли, Трамп еще и пьесу написал. Да? Пьесу о мирной сделке. О том, что вот сейчас идут переговоры о мире, и о том, что он может этого мира достичь, потому что он лучше Байдена. Но огромный вопрос в том, а действительно ли то, что сейчас происходит, это дорога к миру? Понятно, что Трамп хочет мира, потому что ему нужно показать, что он лучше Байдена. Да, так скажем, это иногда надо верить людям, в том числе и политикам. И в данном случае, мне кажется, можно верить Трампу, когда он постоянно выдает свою мотивацию в этих переговорах. Да, то есть, если бы был я, а не Байден, войны бы не было. Если бы, так скажем, если бы был я, то эта война бы закончилась в 24 часа, даже если бы она началась, и так далее. И вот сейчас я обязательно заключу мир через 24 часа. Потом было через неделю после инаугурации, потом появилось 100 дней и так далее. Эти сроки постоянно сдвигаются. Сейчас вроде опять про неделю говорят. Но одного Трампа здесь недостаточно для того, чтобы мир был заключен. Война-то идет все-таки между Украиной и Россией.
И ситуация такова, что сегодня, как мне представляется, ни Россия, ни Украина не готовы к миру. То есть мир обеим сторонам, к сожалению, не нужен. И поэтому этот разговор о неких гарантиях безопасности, он несколько преждевременен сегодня в реальности. Да, потому что если стороны действительно захотят договориться, то они найдут эти гарантии. И на сегодняшний день вообще вся эта конфигурация этих переговоров не выглядит так, что там, так сказать, действительно возможен какой-то мир. Да? Тут понятно, что эти переговоры, реальные переговоры о мире, невозможны без участия стран Евросоюза. И понятно, что действительно нужен какой-то реальный план. Если бы там действительно хотели заключить мир, то, наверное, речь бы шла о каком-то реальном плане, о тех же самых гарантиях безопасности, разведения войск, обсуждались бы уже конкретные ресурсы, а на сегодняшний день даже непонятно, скажем, например, Европа, европейские страны, готовы они войска вводить в Украину. А это, то есть все эти разговоры про гарантии безопасности на самом деле об одном. То есть кто готов ввести в Украину войска, которые будут разделять противоборствующие стороны. Никаких других гарантий безопасности, я, например, себе не представляю. Ну, так разве не очевидный ответ «никто»? И от этого отталкиваясь, будет заключен какой-то мир, скорее всего, выгодный России, потому что Украина, мне сложно представить, что она может от этого выиграть. Вы понимаете, если никто, то никакого мира не будет. Угу. Вот, понимаете, тут в мире, в истории было много войн, которые заканчивались без мирного договора. Там много можно еще вспомнить, там тоже Столетнюю войну или там Корейскую войну, про которую все знают. Но это происходило в двух случаях. Либо одна сторона просто очевидно громила другую и лишала, так скажем, ее всяческих надежд, и уже никакой мир, и де-факто война прекращалась, потому что все было понятно, и никакой мирный договор был никому не нужен. Это одна ситуация. Во время Столетней войны, да, так скажем, просто Англия лишилась всех своих владений на континенте, и поэтому воевать уже было не за что. Вот. И либо второй вариант, когда обе стороны не имеют ресурсов для продолжения войны. То есть никто не достигает своих желаемых целей, но воевать уже дальше невозможно. И вот мне представляется, что в нашей ситуации, в случае российско-украинского конфликта, мы не имеем ни одной из этих ситуаций. Никто никого не разгромил. На поле боя никто своих целей не достиг. Армии обеих сторон вполне себе функциональны и могут продолжать войну. И самое главное, что когда мы говорим, например, о ресурсах для ведения войны, мы всегда обсуждаем живую силу, то есть солдат мобилизованных или контрактников, и вооружение, и финансы еще иногда вспоминаем. Но ведь важным ресурсом ведения войны являются ресурсы моральные. Моральные и политические. В частности, политическая воля руководства стран. Готовы они продолжать войну? Хотят они продолжать войну или нет? Или они уже понимают, что продолжение войны для них опасно? В данном случае, судя по риторике даже, судя по разговорам и судя по действиям, обе стороны этого конфликта готовы продолжать войну. Политически эта война, продолжение войны на сегодняшний день выгодно обеим сторонам. Я имею в виду руководство России и руководство Украины. И у обеих сторон есть для этого какие-то ресурсы. Это не обязательно означает, что
все потребности там, армии в вооружениях, в финансах удовлетворены. Этого не было, заметьте, в этой войне этого не было с самого начала. Причем ни для России, ни для Украины. Когда в начале войны тем, кто уходил на войну в Россию и после начала мобилизации, родственники собирали какие-то средства и покупали там обмундирование. И чуть ли не оружие, но оружие, конечно, не покупали. Оружие покупали в складчину, что называется. Там вот разные общественники и проводили сборы на приобретение оружия для армии. И они сейчас продолжают это делать. Да, да. То есть государство не в состоянии обеспечить, российское государство не в состоянии обеспечить свою армию. С украинской стороны то же самое, там жалуются на то, и изначально жаловались, что поставки западных вооружений недостаточны, что армия там полуголая, полубосая и недовооруженная. То есть вот этот дефицит ресурсов, про который, именно материальных ресурсов, про которые очень часто говорят и в первую очередь вспоминают, когда оценивают перспективы окончания войны, он был всегда, и он в данном случае не является решающим фактором. Хотела нашим слушателям напомнить, что вы можете поддержать наш канал. В описании к видео сказано, как именно это можно сделать. Мы делаем каждый новый выпуск благодаря вашей поддержке, в том числе поддержке, которую вы отправляете нам на счета, указанные в описании. Ну и ставьте, конечно, лайки и репосты, делитесь этим видео. Это помогает продвигать его для алгоритмов YouTube. Еще один момент, касающийся вот этой украино-американской сделки. После того, как она состоялась, Путин тоже предложил Трампу редкоземельные металлы в России и на оккупированных территориях, которые он тоже считает своими. Ну, вот знаете, первое, о чем я подумала, это то, что мы последние несколько лет все время слышали, что у нас самодостаточная экономика, что вот 90-е были такими плохими, потому что было засилье иностранного капитала, что мы можем сами торговать свои ресурсы и этим контролировать множество других стран. А тут вдруг ни с того ни с сего Путин, послушав, видимо, условия сделки, которые обсудили Трамп с Зеленским или там США с Украиной, он тоже захотел такую же. Или что произошло? Можете ли вы объяснить это и прокомментировать? Да, нет, это правда очень смешно. То есть, потому что мы, вот кроме того, что вы уже сказали, мы постоянно слышали, начиная как минимум с начала 2000-х годов. Да, было когда-то такое движение «Наши», может, кто-то помнит, прокремлевское, и они запустили эту штуку, то есть этот тезис о том, что Запад хочет захватить наши природные ресурсы. И там картинки были всякие интересные, как, значит, американские танки на парашютах спускаются на территорию Сибири для того, чтобы захватить наши природные ресурсы. Вот. И это постоянно повторяется. Да? Помните, там какие-то экстрасенсы в голову Мадлен Олбрайт залазили и выясняли, что она считает несправедливо, что одна Россия владеет таким количеством природных ресурсов и так далее, и так далее. А сейчас оказывается... А сейчас на самом деле выяснилась правда. Да? Правда заключается в том, что если бы Запад действительно хотел наши природные ресурсы, то ему не надо было бы их захватывать, их достаточно было бы просто купить. Вот. И Путин это и демонстрирует. Мы все готовы отдать. И значит, и вот вам редкоземельный металл, а это, между прочим, стратегическое сырье. Да? То есть и государства такими вещами просто так не торгуют. И вот вам нефть мы готовы отдать. Но секрет заключается в том, такой секрет Полишинеля, что наши тундры с нашими ресурсами никому не нужны. Потому что эти ресурсы, слишком далеко, да? И располагаются очень неудобно. То есть их дорого транспортировать и дорого добывать. И поэтому, не знаю, купить природные ресурсы в какой-нибудь Африке гораздо дешевле. Да? И там их больше. И больше и дешевле. И поэтому
Мне кажется, что все эти разговоры и вот все эти заявления Путина, они выглядят довольно жалко, потому что это действительно выглядит как какое-то такое повторение, да, так скажем, обезьяничание за Зеленским и Трампом. Это показывает очень неуверенную и зависимую позицию России. То есть постоянно меняются какие-то условия, которые, так скажем, Россия выдвигает, и причем российское руководство в выдвижении этих условий, в этой риторике, да, оно совершенно не самостоятельно, оно постоянно повторяет за другими. А это может свидетельствовать о слабости позиции, как я уже сказал, и о том, что, в общем-то, либо нечего предложить, да? Либо не хочется предлагать ничего реального. Поэтому мы будем просто повторять то, что там говорит другая сторона, зеркалить, да? И изображать видимость переговоров. А в этой сделке России нужно что-то предлагать? Я имею в виду, что в военном отношении у России есть очевидно преимущество перед Украиной. Тем более Трамп, по всей видимости, не очень хочет дальше снабжать оружием, не очень хочет дальше вкладывать деньги американские. Вот. Кажется, что Россия говорит со стороны силы, и ей не надо бы ничего предлагать. Просто подождите. Понимаете, я уже сказал, что вопрос, скажем, оружия, вопрос и вопрос финансов в истории данной войны вопрос второй, если не третий. Да? Вопрос заключается не в том, надо ли России что-то предлагать, а действительно хочет ли руководство России закончить эту войну. И сейчас это выглядит пока так, что не хочет. Потому что не выдвигается никаких конкретных предложений. Есть там и в том числе какие-то утечки, да, так сказать, с американской стороны по поводу этой встречи в Риаде, которая была. И встреча, по-видимому, выглядела так, что американцы там что-то сидели и говорили, а российские делегации в основном молчали. То есть они никак не отреагировали на предложение идей, то есть, американской стороны. И это, как говорят дипломаты, это довольно, так скажем, типичная тактика ведения переговоров для России, когда мы просто тянем время и ждем, что что-нибудь случится. То есть пока действительно перспективы какого-то реального заключения мира со стороны России, по крайней мере, выглядят туманно. Это очень много дыма. Отойдем немного от переговоров. Вчера Верховная Рада Украины со второго раза приняла постановление, в котором утвердила полномочия президента Зеленского до новых выборов. То есть мы понимаем, что речь идет до окончания войны, когда эти выборы станут возможны. Но как будто бы Трамп своими предыдущими заявлениями снова поставил под сомнение то, нужно ли проводить в Украине выборы сейчас или стоит их откладывать на послевоенное время. И вот мне казалось, что существует какой-то консенсус в украинском обществе, в российском антивоенном обществе по поводу этого. А вот оказалось нет, снова началась дискуссия о том, проводят ли вообще страны в военное время выборы или не проводят. Вот какая у вас позиция? Какая у вас позиция в этой дискуссии? И как вы считаете, нужна ли она вообще? Смотрите, две вещи. Во-первых, даже Трамп не предлагал проводить выборы прям немедленно. Все-таки там схема была вроде как-то так, якобы, опять же, все это дым, якобы схема была такая: сначала перемирие, то есть прекращение огня, потом выбор, потом мирное соглашение. Путин, как известно, говорил и, кажется, продолжает так считать, продолжает об этом говорить, что переговоры, конечно, с Зеленским вести можно, но вот соглашение с ним подписывать нельзя, потому что он нелегитимный президент.
Это очень тоже странная позиция. То есть, а как вы будете... То есть, как бы вы переговоры ведете с одним правительством, а подписываете соглашение с другим, а если другое будет не согласно с тем, что, о чем вы договорились с предыдущими властями. Вот. И, то есть, это тоже все... То есть, это вот действительно выглядит как повод оттянуть. И все эти дискуссии по поводу того, что легитимен Зеленский или нет, это, конечно, все отговорки и повод, так сказать, затягивания переговоров. Потому что, ну, по-разному бывает в демократических странах с выборами во время войны. Одни страны проводят выборы во время войны, другие нет. Это, в общем, вопрос... то есть не имеет какого-то однозначного ответа. Да, то есть надо проводить выборы или нет. И что происходит там, с президентом, который, так скажем, пересидел свой срок, то есть он продолжает исполнять свои обязанности, или его заменяет там, второе лицо по Конституции, да, которое исполняет обязанности президента при отсутствии избранного лица и так далее. Здесь... Мне это, пожалуй, важно, да, не это интересно. То есть, понятно, что это повод затянуть переговоры со стороны России. И, значит, я не знаю, насколько это понимает Трамп, потому что он вроде как идет навстречу Путину с этим условием. Да. Понятно, что это было вот это явное, так скажем, вот шаг. эти 4%, про которые он сказал. Да. Да. Это, собственно, повторение путинской риторики. Наверное, он хотел таким образом как-то сблизить позиции. Может быть, я не знаю. Но здесь интересно другое, действительно, то, что вы упомянули. До сих пор была не очень понятна, собственно, позиция, ну, как бы со стороны, во всяком случае. Внутри, наверное, там больше видно, наверное, точно. А со стороны, снаружи не совсем была понятна позиция украинского политикума, да, то есть украинской элиты правящей по поводу Зеленского, по поводу его полномочий. И вот тут мы получили, так скажем, факт живой, а не какие-то слова, который заставляет тоже над этим задуматься. И потому что есть две версии того, почему эти переговоры, почему эта резолюция Рады не была принята с первого раза, а со второго только ее приняли. В первом случае, ну, как бы есть версия, что это чисто технический вопрос, потому что некоторые депутаты просто не успели на работу прийти из-за того, что заседание началось раньше обычного. А вторая версия, соответственно, что некоторые депутаты не случайно не пришли на работу в этот день. Да? И это было действительно задумано как, по крайней мере, такая демонстрация, манифестация перед, в том числе, европейскими комиссарами, которые присутствовали на этом самом первом заседании Рады. Поэтому вот это действительно может быть гораздо более серьезной, между прочим, проблемой для Украины, чем, не знаю, тот же самый конфликт с американцами. Отсутствие действительно единства вокруг Зеленского. И вот это не отсутствие выборов, заметьте, да, а именно позиция разных групп вот этой правящей украинской элиты и определяет легитимность Зеленского. Да. Легитимен тот, кому не сопротивляются. Да. Легитимен тот, на власть кого соглашаются. И эта легитимность может быть разная, она не обязательно выборами обеспечивается. И вот тут действительно вот эта вот ситуация, она несколько порождает какие-то сомнения в легитимности Зеленского, в реальной легитимности. И это может быть проблемой. Эта проблема, вот этот вот политический кризис, если позволите, он... Как вам кажется, он может подтолкнуть Зеленского пойти на какое-то невыгодное соглашение, просто чтобы быстрее завершить войну, чтобы все-таки не быть, ну, скажем так, не довести Украину до кризиса во время войны? Понимаете, вот я уже сказал выше, что окончание войны не хотят обе стороны, если мы говорим о политическом руководстве и Украины, и России. Но при этом все стороны, по крайней мере, украинская сторона, наверное, точно понимает, что там ситуация в украинском обществе, в украинской экономике из-за этой войны очень опасная. И вот просто с экономической и гуманитарной точки зрения хотелось бы эту войну завершить.
Но тут стоит дилемма, что будет там с тем же Зеленским, что будет там с политической ситуацией в Украине, когда война завершится. Сегодня главное основание поддержки Зеленского какой-то части украинского общества – это то, что он президент воюющего государства. А дальше что? И когда Зеленский говорит, что проведение выборов сейчас приведет к политическому кризису и чуть ли не гражданской войне, а Зеленский об этом говорил неоднократно, он, я думаю, говорит об этом искренне. Он искренне этого боится. И поэтому действительно украинское руководство оказалось в такой патовой ситуации. Вроде бы как и надо войну завершать, а может быть даже хотелось бы ее завершить, но с другой стороны не хочется ее завершать, чтобы не потерять власть. Даже не то, что может быть здесь как бы субъективно с точки зрения Зеленского речь не идет о каком-то корысти, да, каком-то таком эгоистическом властолюбии, но он действительно считает, что и его действия могут быть продиктованы тем, что он думает, что вот сейчас, если война закончится, если он даст слабину, то тут все в Украине развалится. Он один раз уже так себя вел. Вспомните 21-22 год, когда уже было точно известно, что Россия готовит нападение. Зеленский до последнего отрицал этот факт. Он не объявлял мобилизацию, он не предпринимал никаких мер для подготовки, серьезной подготовки к будущему нападению. И как он потом объяснял это? Он говорил, что он не хотел развалить украинскую экономику. Вот то же самое объяснение. Да? Если бы вот я тогда сказал, что нас ждет война, а не шашлыки в мае, тогда бы украинское общество впало в панику, и все бы развалилось. Вот я думаю, что сейчас у него такое же существует оправдание субъективное. Похоже на это. Он, собственно, так и говорит. Но что интересно, да, это бог с ним, с Зеленским, что интересно, что у Путина и у российского руководства дилемма и примерно такая же. Они тоже, я думаю, чувствуют себя сейчас в таком тупике. Когда... Посмотрите, что случилось. Война была во многом начата для того, чтобы мобилизовать общество, сплотить его вокруг власти. И эта цель, со многими оговорками, она достигнута. А что теперь? Вот война закончится. Во-первых, как бы она ни закончилась, рассерженные патриоты будут сердиться и говорить, что нужно было воевать до конца. То есть появится еще одна явная такая оппозиционная сила. Да? Во-вторых, экономическая ситуация сразу не улучшится, даже не удастся какие-то расходы военные сократить, санкции сразу не снимут. И все эти социальные проблемы, социальные, экономические, политические проблемы, которые привели Россию накануне войны, к очень такому напряженной политической ситуации, к росту протестных настроений, после ковида особенно, это все вернется, да и вернется еще в удвоенном размере, если не в утроенном. Поэтому обе стороны, если говорить, я говорю именно о политическом руководстве и России, и Украины, находятся сейчас в тупике. Они, может быть, кто-то там и хотел бы завершить эту войну, но они очень боятся ее завершать. Если использовать здесь такую психологическую терминологию. А отсюда, в общем, следует нехитрый вывод, наверное, о том, что эта война может завершиться не просто перемирием каким-то, да, а действительно может наступить мир. Только в случае смены политического руководства и в России, и в Украине. Угу. Поняла, хорошо. Я хотела вас позднее спросить о том, какой может стать Россия после заключения этого мира, при условии, что руководство останется такой же. Вы меня немного опередили. Я тогда сейчас задам вопрос, переформулирую его. Смотрите,
По поводу экономики понятно. Этим будут заниматься, скорее всего, специальные люди. Не знаем, насколько успешно, но в России, в российского руководства есть такие люди, которые постараются что-то с этим сделать. Мы видели, как это происходило после введения санкций. Что касается политики внутренней и таких идеологических моментов, как вы думаете, репрессий станет больше? Ну, кто же знает. Смотрите, значит, вообще обычно после войны, если, по крайней мере, мы берем после больших войн, если, по крайней мере, мы берем российскую историю, внутренняя политика правительства становится более консервативной, хотя, казалось бы, куда уж более, но, тем не менее, более консервативной и более репрессивной. Вспомните там войну хоть 1812 года, да, похожая ситуация, или Великую Отечественную войну. Репрессии усиливались. Я не говорю, что это значит, что в данном случае в наше время произойдет то же самое. Но мы имеем такой исторический опыт. И, наверное, если такая ситуация всегда постоянно повторялась, наверное, для этого есть какие-то большие причины, серьезные. И вот эту самую причину я уже обозначил. Да? Война мобилизовала российское общество, политически мобилизовала, я имею в виду. Она сплотила вокруг флага, так сказать, многих людей. Она заткнула рот всем проявлениям, всем, кто проявлял какие-то оппозиционные взгляды. И, конечно же, это для нынешнего российского режима, для российской власти несменяемой очень хорошо. И вопрос, почему они должны от этого отказываться? То есть, что их заставит, что их мотивирует отказаться от желания сохранить такую ситуацию, сохранить ситуацию высокой мобилизованности, высокой сплоченности общества вокруг власти и молчащую оппозицию. Я не вижу таких причин. Но то есть, проблемы с окончанием войны всегда, это касалось всех войн в истории России, с окончанием войны, независимо, кстати, от того, была эта война победоносная или не победоносная, в данном случае она не будет победоносной точно, и потому что те политические цели, которые были объявлены и постоянно повторялись, они не могут быть достигнуты. Вот. И это только усилит те проблемы, которые существовали до войны. И экономическая ситуация лучше не станет, как мы уже с вами обсудили. И появятся новые недовольные, появятся люди, вернувшиеся с войны, да, которые привыкли получать большие деньги. А теперь кто же им эти деньги даст, если они разорвут свои контракты с Минобороны? Поэтому проблем станет больше, а вот ресурсов для их решения, ресурсов, возможностей для диалога с обществом у нашего государства больше не станет. Поэтому я не вижу никаких причин для либерализации при сохранении вот нынешнего политического режима. Как вам кажется, вот если говорить про людей, которые вернутся с войны, условно говоря, есть некая американская модель, где люди, возвращающиеся с войны, для них пытаются создать какие-то или там льготы, выплаты, условия, не знаю, объединения, что-то еще, каким-то образом их поддержать с разной степенью успешности. А есть, условно говоря, советская модель, где не происходит ничего с этими людьми, и они сами отданы себе и делают сами все, что захотят. Поправьте меня, если я говорю слишком грубо. Вот. Но, как вам кажется, какую модель, во-первых, может позволить себе российское государство, а во-вторых, какую, на ваш взгляд, скорее всего, изберет? Знаете, я бы не проводил такую прям линию
сплошную, да, между двумя этими моделями, как вы выразились. Дело в том, что если мы посмотрим на ту же историю американцев после Вьетнамской войны, у них была одна последняя война, в которой, там, и не только, кстати, после Вьетнамской, но и после Иракской тоже, то мы, например, увидим колоссальное количество самоубийств среди ветеранов, которые возвращались. Не то, чтобы прямо вот, так скажем, все там было так благополучно, и им обеспечивали, понятно, там были выплаты, и была какая-то поддержка, но она оказалась недостаточной. И поэтому полностью избежать, так скажем, кризиса, связанного с возвращением ветеранов, обострение их посттравматического синдрома и со всеми вытекающими отсюда последствиями не удастся. Как у нас обходится традиционно советская власть, так скажем, обходилась с ветеранами разных войн, и Великой Отечественной, и той же Афганской войны, мы тоже знаем. Ветераны могли, если брать опыт той же Афганской войны, то ветераны этой войны, так скажем, могли чего-то добиться и как-то устроить свою жизнь, только если они сами брали это в свои руки. То есть они создавали какие-то свои, не связанные с государством, тогда это было можно, или слабо связанные с государством ветеранские организации, начинали заниматься бизнесом, были одним из первых, да, вот, бизнесменов российских. И каким-то образом, так сказать, себе помогали. Возможно ли это, то есть это не было их социализация, ресоциализация не была большой заслугой государства, к сожалению. Возможно ли такое развитие событий в России сейчас, я не знаю, потому что позволит ли может ли себе позволить нынешнее российское государство дать вернувшимся с войны какую-то реальную свободу для предпринимательства, да, для какой-то самостоятельной общественной деятельности. Они этого очень боятся. Да, то есть они закатывают в асфальт, простите за этот штамп, любую общественную активность, которую они не могут контролировать. И поэтому вот возвращающиеся ветераны, простите, будут для них большим вызовом еще и по этой причине. Экономически, ну а что значит экономически? Мы видим, что происходит сейчас. Да? Чтобы поддержать ветеранов, чтобы обеспечить им лечение, в том числе психологическое, нужны будут деньги, нужно будет увеличение социальных расходов на медицину. А сегодня мы видим тенденцию к тому, что социальные расходы в России сокращаются. И потому что увеличиваются военные расходы. Как говорят экономисты, и это, в общем, выглядит вполне логично, если вот прямо сейчас вдруг война закончится, то сразу сократить военные расходы не получится. Потому что а куда же денутся вот эти все люди, все эти бенефициары войны, которые сейчас работают в оборонной промышленности, их-то куда? Да? Тогда вы вместе с проблемой возвращающихся ветеранов еще и получите проблему, значит, безработных сотрудников оборонных предприятий или сотрудников оборонных предприятий, у которых сильно упадет зарплата. И поэтому это вот куда ни кинь, везде клин, что называется. Поэтому да, в общем, ситуация выглядит мрачновато. Угу. Да, понимаю. Хотела напомнить нашим слушателям про то, что вы можете нас поддержать. В описании к этому видео сказано, как именно это можно сделать. И я уже говорила неоднократно, каждый наш эфир мы делаем благодаря только вашей поддержке. У нас нету никаких других источников. Это и хорошо, и плохо одновременно, но вы сами все, я думаю, понимаете. Вот, хотела немножечко глобализировать то, что мы сегодня обсуждали. В начале войны было много разговоров в духе того, что вот есть противостояние консервативной, имперской, старой, не вышедшей там еще из вот этого вот советского России и демократического мира, который олицетворяла собой Украина. И вот
казалось, что как будто бы у демократического мира больше шансов, просто потому что это будущее, это вот то, к чему мы идем, то, к чему мы должны идти. А вот сейчас уже так не кажется, по крайней мере, мне. Что скажете? Ну, смотрите, мы, кстати, именно с вами год или полтора назад в этом же эфире обсуждали будущее окончания войны, и тогда, так скажем, я сказал, что война может закончиться совсем не так, как мы ожидаем. И может закончиться совсем... Вот мы даже представить не можем себе, как она закончится. В общем, так оно примерно и происходит. Это действительно очень интересная история, потому что вообще эта война – это часть, наверное, только большого глобального процесса, который сейчас происходит. Сейчас попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Происходит новый идеологический передел мира, что называется. Да? Вот очень долго мы жили, наши предки жили в мире, я не только сейчас имею в виду там, Советский Союз и Россию, а вообще весь мир. Мир, который был разделен на два идеологических лагеря. Лагерь социалистический и лагерь капиталистический. Это было идеологическое разделение. Вокруг этих идеологических полюсов формировались экономические, военные и политические союзы. Да? Вот, например, НАТО и Европейский Союз во многом – это порождение вот того самого идеологического разделения. Это порождение холодной войны, что бы там ни говорили. Потом, когда Советский Союз рухнул, и казалось, что наступил конец истории, да, на самом деле возникло другое идеологическое противостояние между демократией и авторитаризмом. И все наши с вами мозги, и все наше мышление, я имею в виду там, либерально, продемократически настроенную часть российского общества, оно ориентировано на это идеологическое противостояние. Значит, демократия – это хорошо, значит, там, где демократия, там наши, да? Там, где авторитаризм, там не наши. Значит, там, где демократия, конечно, все демократические страны, конечно же, будут поддерживать Украину, все авторитарные страны будут, ну, если не поддерживать Россию, то, по крайней мере, ей сочувствовать. И, разумеется, это война за демократию. Но пока, суть до дела, в мире потихонечку формировалось совершенно другое идеологическое разделение, которое сейчас, вот после победы Трампа в США, становится совершенно очевидным. Это, скажем так, разделение между национал-консерваторами и глобальными либералами. Глобальные либералы – это вот сторонники политики глобализации, политики принятия разных идентичностей и равенства, инклюзивности, политики устойчивого развития, в том числе там зеленая повестка, да, то есть, ну, не будем сейчас подробно в это углубляться, но действительно вот тот раскол, который сейчас мы видим между Соединенными Штатами и Европой, например, он про это. Да? Вот Европа, она все еще про инклюзию, про зеленую повестку, про, между прочим, международные отношения по правилам, а не международную анархию и не международные отношения по праву силы. А Трамп и многочисленные другие правительства, государства, в которых уже тоже победили такие национал-консервативные силы, они про другое. Они за возврат к прошлому, по сути дела, в 19 век. Да? Значит, кто сильнее, тот и прав. Границы закрываем, мигрантов выгоняем и так далее. И вот Путин как раз идеологически оказывается гораздо ближе к Трампу, ну, понятно, да, то есть, скажем, чем к демократам. Вопрос и сейчас, возможно, это только тенденция, которая начинается, и поэтому так интересно следить за развитием вот этих переговоров между США и Россией, там, они же касаются потенциально, могут коснуться не только войны, но и вообще глобального сотрудничества. Вот интересно, они договорятся или нет? Вот если они сейчас договорятся, то действительно мы увидим новый дивный мир, где уже, который разделен уже не на демократию, не на демократов
и авторитаристов, а на национал-консерваторов и глобальных либералов. Это же разделение, оно очень хорошо сейчас видно и внутри так называемой российской оппозиции. Посмотрите, как много восторгов по поводу Трампа со стороны известных деятелей российской оппозиции. Он и молодец, он и там умеет с Путиным разговаривать. Он сейчас, так скажем, все изменит. И вот он вообще показал этим несчастным, значит, левакам, так скажем, показал, что готов, так скажем, разрушить эту левацкую политику инклюзивности и равенства. Да? Они уже, наши деятели нашей оппозиции, уже готовы повторять слова российской конституции и Путина, и Трампа о том, что есть только два пола, мужской и женский, и вообще брак, союз мужчины и женщины и так далее. Это же все важные вещи, заметьте. Да? Это важные идеологические маркеры, которые, возможно, будут определять, с кем вы мастера культуры. Да? То есть, скажем, вы... значит, на стороне Трампа, Путина и других национал-консервативных стран, среди которых есть как демократии, так и автократии. Либо вы на стороне вот этой глобалистской либеральной Европы. И второй момент, будет интересно, как складываться будут отношения Америки и Европы. Действительно случится ли этот раскол. Поэтому да, мы с вами оказались в совершенно новой, похоже, оказались в новой ситуации, когда меняется и будет дальше меняться, так сказать, оценки тех явлений, многих процессов. Любопытный момент. Как вам кажется, Путин, он просто в тренде вот этого правого поворота? Или на самом деле ему просто есть о чем сейчас вот на данном этапе с этими национал-консерваторами говорить? На самом деле, как бы, задачи-то они решают разные. Вот, в частности, то, что касается отношений Трампа и Путина, это союз по любви или это некий договоренность на этом этапе развития? Одно другое не исключает совершенно. Да? То есть, как бы, нет, то, что, так скажем, то, что Путин в тренде этого национал-консервативного, или как вы назвали его, правого поворота, это очевидно. Да? То есть, это началось еще как минимум с 2012 года. Как минимум. Да? Может, даже и пораньше, когда заговорили про традиционные ценности, да, когда и про необходимость повышения рождаемости, когда заговорили, так скажем, о необходимости ограничения миграции и, так скажем, то, что мигранты там угрожают нашей идентичности, нашей экономике, вообще всему на свете они угрожают. Когда еще в 2007 году, да, ничего не путаю, Мюнхенская речь Путина, 2007 год ведь, правда? Вот, Мюнхенская речь, где, так сказать, Путин фактически заявил о том, что Россия не хочет признавать международные отношения по правилам. Да? То есть вы нас обманули, вы нас надули, мы хотели с вами, значит, договориться и поделить мир, а вы нам, значит, со своими правилами этого не даете. Вы гады и лицемеры. Да? Вот это тоже часть, это похоже на то, о чем, собственно, мюнхенская речь Путина, она очень похожа на то, что сейчас Трамп говорит. Да? Вот. И поэтому Путин начал это гораздо раньше. И да, если... Вот и сейчас я не могу точно ответить на ваш вопрос, понимаете? Потому что очень мало информации. И поэтому ответ на этот вопрос мы узнаем со временем. Вот мы посмотрим, удастся им сейчас договориться или нет. Да? Если им сейчас удастся договориться по широкому кругу вопросов, и мы увидим какой-то более-менее устойчивый там союз между США и Россией, то тогда да, это по любви. Вот. А может быть, этого и не произойдет. Потому что тут тоже важно еще одну вещь отметить. Многие не замечают, по-моему. В
том, что сейчас происходит между Трампом и Путиным, и между Америкой и США, нет вообще ничего нового. Да? Если вы посмотрите на историю взаимоотношений разных американских администраций с Путиным, так они же менялись, а Путин у нас один, то есть он вечен. Так вот, если посмотреть на эту историю, то каждая новая американская администрация начинала с любви с Россией. То есть они пытались заняться любовью. Значит, вспомните, Джордж Буш-младший. Я посмотрел в глаза этому человеку, увидел там душу. Да? Чем закончилась история? Значит, история закончилась грузинской войной и обвинением России в авторитаризме. Приходит Обама и, значит, Лавров и тогдашний госсекретарь Хиллари Клинтон показывают миру большую кнопку, перезагрузка, вот мы начинаем новые отношения. Чем закончилась администрация Обамы, скажем, еще более худшим отношением с Россией и так далее. То есть американцам никогда не удавалось договориться с Путиным, потому что Путин хотел невозможного. Он хотел новой Ялтинской конференции. Он хотел, чтобы с ним вот прям реально делили мир, как в 1945 году. Но как бы Россия уже не так. Россия – это не Советский Союз, а Сталин не Путин, объективно. Поэтому Запад не мог ему этого предложить. Вот. И поэтому посмотрим. Да, вот очень интересно наблюдать за тем, что сейчас происходит. Если они сейчас вдруг договорятся, несмотря на весь предыдущий исторический опыт, который как бы не намекает на это, значит, что-то вот значительно изменилось. Значит, изменился вот этот самый идеологический расклад в мире. А почему они могут вдруг не договориться? Вы считаете, что у Европы, я предполагаю, что у Европы есть что противопоставить? Нет. Дело в том, что Путин хочет невозможного, как я уже сказал. Угу. Путин хочет с Трампом делить мир, да, чтобы его признали равным, значит, по влиянию, по силе Соединенных Штатов Америки, как это было во время Холодной войны. Да? Но это невозможно. Да? Потому что, чтобы поделить мир, у вас должно быть что-то, что вы можете отдать. Да? Угу. Вот. А что может Путин предложить Трампу, по большому счету? Он что, может, не знаю, подарить ему Гренландию или Канаду? То есть, Аляску. Да, Аляску. То есть что? То есть что они могут делить? В том-то и дело, что, понимаете, это отдельный разговор. Да? Ну, вот есть такие периоды в истории, периоды реакции, когда новые силы еще не могут победить, а старые, так сказать, все никак не могут уйти. Вот. И вот сейчас мы переживаем примерно такой период, когда Путин все еще думает, что он Сталин. Да, искренне он это полагает. Правда, да? Они искренне полагают, что Россия – это то же самое, что Советский Союз. Они искренне думают, что если Запад захочет, если они не будут такими лжецами, лицемерами и гадами, то они вполне смогут предложить России то, чего она хочет. Равное место за столом. Да? Но это невозможно. Поэтому они никогда до сих пор не могли договориться. Но вот если сейчас произойдет вот это идеологический передел мира, они могут начать договариваться на новых основаниях. Это уже будет другая история. И это будет сложно, кстати, тоже для руководства России, потому что они к такому не привыкли. Там тоже. И поэтому вот я не скажу, что они обязательно договорятся. Вот непонятно, интересно, хочется посмотреть на это. Поняла. Спасибо большое. У нас подошло к концу время эфира. Спасибо за этот интересный разговор. Я призываю всех ставить лайки и поддерживать нас, чтобы мы продолжали делать такие эфиры, и какие-то другие. У нас каждый эфир особенный. Особенно потому, что повестка стремительно меняется. Спасибо большое, Игорь. Спасибо вам. До свидания. До свидания.